Приветствую всех моих подписчиков. Сегодня императрица Ки, 2013 год, авторы Чан Йон Чхоль и Чон Ген Сын, режиссеры Хан Хи, Ли Сон Джун, в главных ролях Ха Джи Вон, Чи Джанук и Чу Джин Мо. Сериал грандиозный, масштабный, исторически костюмированный, 14 век. Три главных героя. Ки Сыньян, простая бедная девушка, сумевшая стать императрицей Ки. Ван Ю, наследный принц Корё. Тогон, опальный принц монгольской династии Юань. Это и есть любовный треугольник. Корё теряет независимость и входит в состав империи Юань. Свергнутого короля Ван Ю отправляют на границу оборонять Великий Шелковый путь от набегов тюркских кочевников. Соннян попадает в плен и становится служанкой во дворце монгольского императора. Пересказать 51 серию задача невыполнимая, просто я поделюсь некоторыми впечатлениями. Ки Сынян выдавала себя за юношу, но в исполнении Ха Джи Вон юноша был похож на симпатичную девушку. Моя бабушка говорила, что в Корее было принято туго перетягивать грудь, уж не знаю зачем. Поэтому в части груди девушке, наверное, удавалось дурачить окружающих. Умирающая мать говорит дочери: этот мир слишком жесток для женщин, попытайся выжить. И на сегодня в Корее женский труд дискриминируется в части оплаты. У меня сложилось впечатление, что главная героиня очень хорошо усвоила предсмертное пожелание своей матери. То есть выбрала императора Юаня, а не опального короля Корё, и не слишком пыталась влиять на освобождение Корё от монгольского ига. Да и что, собственно, она могла? Ей себя бы спасти, даже сына старшего не уберегла. Персонаж Чу Джин Мо, вроде король Корё, но фактически не правил. Даже любимую женщину, родившую ему сына, не смог сделать счастливой. А все почему? Потому что Корё находилась под властью Юань. При этом вроде хотела облегчить страдания своего народа, но, видимо, одного желания мало. Удивил меня актер Чи Джан Ук. Красивый. Я думал, он кроме лирического героя-любовника ничего больше не может воплотить в кино. Но здесь он был убедителен в роли безвольного, трусливого слабака-правителя. Мы уже много говорили о том, что сильное государство всегда хочет поглотить соседнее слабое. Монголия, Китай, Япония все пытались колонизировать Корею, и им это удавалось в разное время. С одной стороны, метрополия увеличивает свое государство и, конечно же, несет блага цивилизации колониям, не спрашивая на то согласия у колоний, которые яростно сопротивляются навязыванию этих благ, в кавычках. Потом Китай, наверное, рассуждал так: но мы не поглотим, поглотит Япония. А зачем нам сильный сосед под боком? То есть Корея выполняла роль буферной зоны между Японией и Китаем. И во всех этих конфликтах гибнет простой люд. И в связи с этим я тут вспомнила строки из песни Джона Леннона. Imagine, вообрази, что нет на свете стран и нет причин на смерть или убийство. Вроде абсурдные строки с одной стороны, а с другой, если все большая одна страна, и некому и незачем нападать на кого-то. А с третьей стороны, многообразие и разность делают наш мир ярче, красочнее, любопытнее. Но представляю, нет Китая и Кореи, а все Япония. И не накрыло бы нас корейской волной. Я обожаю кинопутешествия. Так интересно смотреть, как живут простые люди в других странах. Какой быт, какая кухня, язык, традиции. В общем, как всегда, все не так однозначно. Просто Леннон был против войн и убийств. Я тут смотрела на ютубе короткие ролики. Так я открыла для себя танцы в стиле шаффл. Люди танцуют, радуются жизни, смеются, поют, любят друг друга, и нет причин ненавидеть друг друга. Финал просто удручающий. Императора отравили, он раскрыл заговор, всех предателей перебили, вдовствующая императрица сама приняла яд, император умер, преданный полководец погиб при восстании красных повязок, борьба китайцев с монгольским игом, по сути, национально-освободительная война. В реальной биографии сказано, что в 1370 году Тогон Тимур умер, и на престол взошел его сын, и Ки стала вдовствующей императрицей. И после этого она пропала. Можно по-разному относиться к этому персонажу, но путь, который она прошла от девочки-нищенки, потерявшей родителей, до императрицы Ки, достоин уважения. Как всегда, сериал затянут, можно было уложиться в 20 серий, наверное, но воистину грандиозный сериал. Не смогла найти бюджет сериала, но костюмы, массовка, а эти головные уборы с бусинками, закрывающими лицо, все впечатляет. Женские танцы, очень красивые костюмы. Наверное, немножко приврали с костюмами для зрелищности. Меня не покидало ощущение, что на экране происходит что-то глобальное, грандиозное, масштабное, историческое. Наверное, дорогущий сериал получился. Но Ха Джи Вон красавица, Чи Джанук и Чу Джин Мо тоже не уроды. Я смотрела на ютубе ролики, как снимали императрицу Ки. И Ха Джи Вон, и Чи Джанук постоянно флиртовали, подшучивали. А Чу Джин Мо был серьезен. Наверное, статус женатого мужчины не позволял ему быть легкомысленным. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Всем здоровья и удачи. Пока.